История Польши – это долгий путь борьбы за свободу и силу солидарности. Уникальный исторический опыт вдохновляет ее на поддержку народов, все еще сражающихся с авторитаризмом. С первых дней белорусского сопротивления Польша стала надежным союзником. Она поддерживает независимые медиа, инвестирует в образование и развивает проекты, укрепляющие гражданское общество. Что движет этой солидарностью, почему помощь Беларуси так важна для Европы и как стратегические шаги Польши прокладывают путь к демократическим переменам? В этом фильме истории польских лидеров, общественных деятелей и политиков, рассказывающие о ценностях, которые нас объединяют, и о роли Польши как верного и решительного партнера в борьбе за свободу. Мы wiemy, jak to jest, jak to było, kiedy byliśmy... Мы знаем, как это было, когда мы жили под диктатурой, когда Россия имела на нас очень сильное влияние, и знаем, какой это труд для всего общества. У нас бы не получилось, если бы нам другие не помогали, поэтому мы хотим вернуть этот наш долг и помочь Беларуси, потому что знаем, что без солидарности, без того, чтобы бороться за каждого человека, который сидит в тюрьме или подвергается преследованиям, этот режим не пойдет. Беларусь должна чувствовать, что Польша и Европа думают о ней, потому что на самом деле, если мы думаем о Европе, то она должна быть целостной, а без демократической Беларуси такой не будет. Поэтому Польша помогает, мне кажется, всеми возможными силами, борется за то, чтобы политические заключенные получили свободу. Мне кажется, одним из источников особой эмпатии, которой поляки наделяют белорусов, является не только соседство и культурная близость, но также в значительной степени исторический опыт. Если говорить о народах нашей Европы, то мы не раз в истории подвергались чужому диктату, и он всегда вызывал протест. Так же, как протест общества вызывали действия конъюнктурщиков и конформистов, которые на этом наживались или хотели нажиться. My jako Polacy mamy to doświadczenie ze stanu wojennego. Мы, как поляки, пережили эту ночь, когда было введено военное положение, которое длилось 9 лет. Несмотря на, казалось бы, безнадежную ситуацию для оппозиции в Польше, несмотря на жестокие репрессии и подавление солидарности, демократический мир не переставал оказывать помощь. Всегда стоит помнить, что каждая диктатура заканчивается, и всегда важно иметь людей, которые смогут воспользоваться этим историческим окном возможностей, которое открывается иногда вопреки всем прогнозам и мнениям. Я убежден, что мы должны поддерживать нашу помощь Беларуси постоянно. Можно сказать, чем сильнее репрессии, тем сильнее должна быть поддержка свободного мира. Именно поэтому люди, которые до сих пор решаются бороться за свободную Беларусь, не должны оставаться одни и не должны терять надежду на то, что они могут рассчитывать на помощь свободного мира. Поэтому я считаю, что Европа, западный мир должны постоянно создавать новые возможности для поддержки, прежде всего для свободных медиа. Мне кажется, что с самого начала, когда режим Лукашенко начал проявлять авторитарные склонности и использовать преступные методы в борьбе с оппозицией и гражданским обществом в Беларуси, Польша находилась в авангарде стран, поддерживающих белорусскую оппозицию и белорусское гражданское общество. Польша сегодня ключевой союзник Беларуси в борьбе за свободу. Она поддерживает независимые медиа, развивает образовательные программы и помогает гражданскому обществу становиться сильнее. Общая история и географическая близость дают Польше особое понимание белорусских реалий. Это позволяет ей оказывать точную и действенную помощь, которая укрепляет сообщество и поддерживает стремление к независимости. В моменты, когда диктатура пытается заглушить голоса свободы, роль солидарности и международной поддержки становится решающей. Польша продолжает делать все, чтобы ее помощь оставалась масштабной, доступной и по-настоящему значимой для белорусов по всему миру. Республіка Польща з'являється стратегічним партнером білоруського громадства і білоруських демократичних сил. Польща з середини 90-х підтримує Білорусь
беларускія дэмакратычныя сілы, беларускія незалежныя СМІ. Польшча прынцыпова стаіць на пазіцыі ўзмацнення беларускай дзяржаўнасці, ўзмацнення беларускай незалежнасці, а таксама развіцця беларускай нацыянальнай тоеснасці. Возможно, наши итальянские или испанские коллеги помогали бы больше, если у них эти диаспоры были бы побольше. Но они тоже очень маленькие, потому что открытость этих государств и понимание белорусской специфики гораздо меньше, потому что они подальше. Это даже не по их вине или каких-то по недоброжелательной позиции. Просто они подальше от Беларуси, всегда были подальше, и в том числе и подальше от понимания Беларуси. Они поближе к Северной Африке, например. Они знают гораздо больше про специфику северноафриканских стран, чем мы в Польше. У нас так много хороших экспертов по Северной Африке нет. Их больше по Беларуси, Украине, России и так далее. Тоже из-за нашего географического расположения, нашей истории и нашей специфики. Но это взаимосвязано все. Если большая диаспора, есть понимание у польских властей, в польском обществе, что такое Беларусь, чем должна быть Беларусь, а чем сейчас не является, это что тоже тут ставить разные акценты в нашей работе, это тоже влияет на процессы. И поэтому помощь отличается масштабом просто, и количеством, и качеством инструментов. Есть образовательные программы, стипендиальные, есть разные фонды, которые здесь работают в Польше. Jest wiele projektów, na pewno też Есть много проектов, конечно, также касающихся сферы культуры, ее широкой популяризации и образования. Но я думаю, что есть несколько таких областей, на которые мы обращаем особое внимание, и они также вызывают интерес со стороны наших белорусских партнеров. Например, вопрос поиска лучших способов противодействия дезинформации и пропаганде, которая, особенно в это время войны, в котором сейчас, можно сказать, находится Европа, имеет особое значение. Также важны вопросы, связанные с охватом как можно большего числа молодежи и различными образовательными проектами. С этим связано множество примеров, но также, как мне кажется, одним из запросов, которые мы слышим и на которые стараемся реагировать, являются вопросы, касающиеся не обязательно финансовой поддержки, а вообще поддержки, связанной с мобильностью белорусов. А мобильность означает также доступ к информации, доступ к различным международным институтам, включая неправительственный сектор, установление контактов. Мы стараемся это поддерживать. НПО являются неотъемлемым элементом пейзажа или среды, в которой функционирует гражданское общество. И этому мы также уделяем большое внимание. Każda dyktatura lubi działać w ciszy. Каждая диктатура любит действовать в тишине. Именно поэтому очень важно, чтобы свободные медиа, интернет, спутниковые, радиостанции, печатные издания, чтобы все формы независимой коммуникации оставались живыми и доходили до Беларуси, а это требует систематической поддержки. Безусловно, нужно продолжать давление, а также усиливать давление в международных органах ради освобождения политических заключенных. Также необходимо оказывать прямое давление на диктатора, на Лукашенко. И здесь очень уместны выводы, направленные на то, чтобы привлечь его к ответственности через международные уголовные трибуналы. То, что он делает, подпадает под определение преступлений против человечности и преступлений против прав человека. Польша также делает очень много здесь, в Польше, но также и на международной арене. И также с 1 января начинается председательство Польши в Европейском Союзе. И вопросы, касающиеся Беларуси, также являются нашей темой, которую мы хотим поднимать, потому что нужна поддержка не только Польши, но также и всех других европейских стран. Польская солидарность — это не просто слова, а конкретные действия, направленные на укрепление демократических ценностей в соседних странах. Основываясь на собственном опыте борьбы за свободу и полученной международной поддержке, Польша разработала долгосрочную стратегию помощи Беларуси. Солидарность здесь — это не только помощь извне, но и создание условий, чтобы белорусы могли действовать и внутри страны, и за ее пределами. Это про доверие, общие цели и ответственность за будущее региона.
Для Польши демократическая независимая Беларусь – это не только надежный сосед, но и ключ к безопасности и стабильности всей Европы. Jesteśmy winni naszym przyjaciołom z pozostałych Мы обязаны нашим друзьям из других стран Восточного блока, все еще действующего Восточного блока, об этом нужно помнить, тем, что мы сами получили от правозащитников из стран Запада, потому что наши контакты с Хельсинскими комитетами, американским, шведским, австрийским, немецким, начались задолго до 1988 года. Мы знали правозащитников Запада, мы получили от них в подполье действительно огромную поддержку. Я долго буду помнить, как забирала маленький ксерограф, который я перевозила, а получили мы его от датского Хельсинского комитета, кажется, в 1987 году. В любом случае, зная, насколько для нас была важна и материальная, а также еще больше такая образовательная помощь, а также материальная поддержка того, что мы делали, которую мы получали, мы решили, что в тот момент, когда Польша обрела независимость, первой из стран этого блока, нашим моральным долгом является в момент создания Хельсинского фонда по правам человека помочь нашим друзьям и коллегам, всем, кто занимается защитой прав человека, демократии, верховенства права во всех остальных странах социалистического блока, включая СССР, потому что вначале был еще, нужно помнить, Союз Советских Социалистических Республик. І поляки не соромяцца казаць, што яны б хацелі мець соседа, які устойліва развіваецца, у які варта інвеставаць, якому варта дапамагаць. Гэта і бяспека, таму што ўсё ж такі Расія доўга будзе яшчэ агрэсарам. Імперыя будзе доўга паміраць, асабліва ў свядомасці рускіх. І таму палякі хацелі б за кошт таго, што Беларусь устойліва дэмакратычная, а дэмакратыя дае бяспеку, то палякі хацелі б мець соседа надзейнага, а не агрэсіўнага, дзе стаяць там арматы, адкуль могуць пачаць страляць і прыйсці войскі чужестранныя. Я думаю, што для палякаў вельмі важна мець краіну побач з імі, дзе ёсць працавіты, адукаваны народ, куды можна будзе інвеставаць і развівацца і эканоміцы польскай. І яны об этом шчыра кажуць. Бяспека плюс эканамічныя магчымыя інтарэсы. My Polacy, myślę, Мы, поляки, я думаю, просто хотим поделиться с белорусами тем, чему сами научились. И в этом суть того, почему мы считаем поддержку гражданского общества и развитие демократии в Беларуси столь важным. Но суть нашей работы и главная идея всегда заключалась в том, чтобы действовать там, в Белоруссии. То есть, работая даже в Польше, мы также работаем для будущей Белоруссии. Фонд международной солидарности, вероятно, является одним из немногих субъектов организаций, действующих в свободном мире, который до сих пор, несмотря на нынешние репрессии и террор в Беларуси, сотрудничает и реализует некоторые проекты в подполье на территории самой Беларуси. В то же время здесь, в Польше, мы заботились о том, чтобы обеспечить преемственность для людей, которые были вынуждены покинуть Беларусь, преемственность их политической и гражданской активности, улучшение и профессионализацию их методов работы. Беларусь стоит перед серьезными вызовами на пути к свободе и демократии. Это не только борьба с репрессиями, но и подготовка к тому моменту, когда страна получит шанс на перемены. Польша, опираясь на свой опыт трансформации, подчеркивает важность системного подхода, образования, поддержка гражданского общества, сохранение исторической памяти и укрепление международных связей – ключевые моменты, которые помогают не только справляться с сегодняшними трудностями, но и строить будущее. Однако настоящие изменения начинаются внутри. Белорусы должны быть готовы к переменам, чтобы не упустить исторический шанс. Это требует сохранения независимых инициатив и воспитания гражданской ответственности у новых поколений. Эта борьба требует солидарности, решительности и долгосрочной работы. Для Польши это не только моральный долг, но и шаг к стабильности и безопасности всего региона. Natomiast jakby musimy zrozumieć, że jeżeli Polska ma być bezpieczna, jeżeli Europa ma być bezpieczna... Однако мы должны понимать, что если Польша должна быть безопасной, если Европа должна быть безопасной, то Беларусь не может оставаться просто черным пятном, где ежедневно нарушаются права человека и которая непосредственно граничит с Европейским Союзом. И мы видим, как режим Лукашенко не только ежедневно угнетает и уничтожает стремление к свободе внутри Беларуси, но и эксплуатирует страдания других беженцев и мигрантов,
мигрантов, атакуя границы Европейского Союза людьми, которые на самом деле просто используются как инструменты в отвратительной, циничной политической игре. И сейчас Польша с нашей программой, в том числе с политической программой нашего правительства «Восточный щит», направленной на построение безопасности всего Европейского Союза, не может чувствовать себя в полной безопасности, пока за нашей восточной границей не будет не только безопасная и демократическая Украина, но и свободная и демократическая Беларусь. Мы должны понимать, что эти битвы за демократию взаимосвязаны, что не будет свободной и безопасной Европы без свободной и безопасной Беларуси, без свободной и безопасной Украины. Co to oznacza dla Białorusinów? Что это означает для белорусов? Для белорусов это означает, что им нужно постоянно заниматься образованием своих сограждан, потому что гражданское общество, обратите внимание, это не то, что можно один раз научить и все. Здесь происходит систематическое изменение. Приходят новые поколения, новые избиратели, новые взрослые, которые либо берут на себя ответственность, либо нет. Поэтому процесс образования общества и подготовки к тому, чтобы быть готовым к моменту, когда международная ситуация создаст условия для того, чтобы мы сделали этот самый важный шаг к демократии, должен продолжаться. Мы должны быть готовы, чтобы наши сограждане и согражданки были готовы, чтобы у нас были готовы и частично продуманные решения, чтобы эта ситуация не застала нас в полном состоянии неподготовленности по типу «шанс есть, но мы его упустили». Или чтобы, глядя на нас, другие не протянули руку помощи, придя к выводу, что в принципе не стоит, потому что мы сами этого не хотим. И сейчас мне хотелось бы, я мечтаю о том, чтобы белорусы могли просто ходить в школу, чтобы каждый ребенок в Беларуси сегодня, в Минске, мог пойти в школу и когда-нибудь в будущем проголосовать так, как он хочет, на свободных, настоящих, демократических выборах, а не искать разные возможности за границей, или воевать на украинском фронте, или искать убежище в Польше, чтобы просто жить нормально. Но я верю, что эта мечта достижимо, и образование – это один из ключевых инструментов, чтобы эта мечта могла стать реальностью. Я помню похороны лидеров восстания Костуся Калиновского в Вильнюсе в 2019 году, в которых я имел честь участвовать. И я никогда не забуду этот вид тысяч белорусских флагов и, наверное, десятки тысяч белорусов, которые разными путями приехали в Вильнюс. Можно сказать, что тогда Вильнюс на мгновение стал белорусским. Для нас, поляков, которые наблюдали с этим с большим вниманием, это было доказательством пробуждающегося у белорусов сознания независимости и гражданского самосознания. И поэтому события августа 2020 года нас не удивили. Они нас не удивили также потому, что, как я уже говорил, с самого начала, когда режим Лукашенко начал проявлять авторитарные тенденции, мы сотрудничали с белорусами. В авангарде этого сотрудничества, конечно, был Фонд международной солидарности. Мы стремились обеспечить белорусским беженцам возможность продолжать их общественно-политическую миссию, но уже на территории Польши. Мы старались, то есть поддерживали свободу организации, продвижение различных видов деятельности, будь то журналистская работа, политические анализы, деятельность аналитических центров, которые занимались политическим, социологическим, психологическим анализом различных аспектов режима Лукашенко. Это была часть научная работа, например, историков, работа литературных критиков, издание прессы, реализация различных инициатив, направленных на гражданскую и общественную активность, которые затем транслировались на Беларусь. Все учреждения, созданные для того, чтобы стоять на страже, могут быть отключены щелчком пальцев в случае злой воли людей, пришедших к власти. И единственным защитником демократической конституции, а значит и демократической системы, являются граждане и гражданки, осознающие свои права и свободы и готовые решительно их защищать. Нет другого предохранителя, поэтому, когда меня спрашивают, что нужно делать,
Я отвечаю: образовывать, 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 потом долго-долго ничего, а потом снова образовывать. И делать это на всех уровнях, доходить до самых молодых, чем моложе, тем лучше, показывать, что такое субъектность, что такое принятие решений о собственной судьбе, насколько важным щитом в отношениях между личностью и гражданином являются права и свободы человека. Надежда – это сила, которая помогает преодолевать самые тяжелые испытания. История Польши доказывает, что никакой режим не вечен, каждую диктатуру однажды сменяет свобода. Польский опыт учит, что единство, настойчивость и вера в ключевые ценности общества способны изменить будущее. Для Беларуси надежда строится на солидарности как внутри страны, так и за ее пределами. Польша, пройдя свой путь к демократии, понимает важность пространства, где каждый голос имеет значение и каждое действие приближает перемены. Путь к свободе может быть долгим, но стремление белорусов к изменениям, поддержка международного сообщества и общие ценности дают веру в успех. Надежда – это не просто мечта, а конкретные шаги, которые делают демократию возможной. Każda dyktatura kiedyś się kończy. Каждая диктатура когда-нибудь заканчивается, и я верю, что Беларусь скоро обретет демократию и свободу. Но для этого нужны такие люди, как вы, которые каждый день борются за это, рискуют собственной жизнью, своим примером доказывают, что ценности в жизни людей имеют значение, что свобода и демократия важны для вашей страны, для вашего народа. Поэтому я желаю вам сил, мужества, решимости, чтобы вы знали, что мы вас поддерживаем, а также ждем того момента, когда вы сможете вернуться в свою страну, которая будет свободной. To, co z naszej historii mogłoby wynikać dla То, что из нашей истории могло бы послужить уроком для действий людей и сообществ, которые сегодня борются за свободную Беларусь, это прежде всего урок солидарности. Это самый важный общественный и национальный опыт поляков в 20 веке, который после стольких неудачных восстаний в истории Польши наконец оказался успешным, оказался победоносным. Но это требует умения быть выше разногласий, искать то, что объединяет, и непрестанного труда по построению единства, потому что единство не возникает само по себе. А когда мы находимся в оппозиции, когда подвергаемся преследованиям, это становится еще сложнее, и режим делает все, чтобы разделить людей. В этом и заключается победа режима, в его способности эффективно разделять общество. Нельзя допускать этого, нужно искать то, что объединяет, искать солидарность. И это первый урок. Второй урок — это настойчивость и последовательность, даже тогда, когда нет никакой надежды. Остаются ценности, остается свидетельство этих ценностей, не основываясь на расчетах на скорую победу, а потому что мы верим в эти ценности, потому что мы подтверждаем их своим примером. Именно это сегодня делают тысячи людей в Беларуси, которые находятся в тюрьмах. Пасля 20-го году палякі ў чарговы раз прадэманстравалі сваю глыбокую салідарнасць да нашай бяды, да нашага народа, да нашых рэпрэсаваных і да нашых памкненняў жыць у незалежнай і дэмакратычнай Беларусі. І мы вельмі ўдзячныя польскаму грамадству і польскай дзяржаве за гэтую шматгадовую, ужо амаль 30гадовую падтрымку беларускага грамадства. Дзякуючы гэтай падтрымцы мы маем надзею і маем шанец на тое, што Беларусь у далёкай альбо ў трошкі адлеглай перспектыве будзе дэмакратычнай і незалежнай дзяржавай без дыктатуры і без тоталітарызму. Это ёсць у большасці палякаў такі маральны такі парыў, але таксама важна, што да сённяшняга дня Польша застаецца, нягледзячы на гэтыя доўгія гады змагання за права жыць па-людску, палякі застаюцца краінай нумар 1 у дапамозе беларусам. І ў гэтым сэнсе нельга не быць удзячнымі. Я лічу, што самым вялікім дасягненнем Польшчы у тым, што зрабіць Беларусь краінай вольнай, еўрапейскай і беларускай, гэта такія стратэгічныя праграмы. А ці не наш гэта інтарэс таксама. Нам важна мець інвестара, які ў нас верыць. Солідарнасць таксама, безумоўна, адыгрывала і адыгрывае ролю. І я ад многіх чуў там не раз ад палякаў, што невядома, ці перамагла бы польская солідарнасць, такая вялікая магутная арганізацыя, больш за 10 мільёнаў людзей, якія адкрыта былі супраць камуны.
где она бы перамагла, калі бы Захад не проявил солидарность, калі б Костел не проявил солидарность, профсоюзы сусветные не проявили солидарность. Яны разумеюць, што без солидарности перамагчы бывае немагчыма, но як мінімум будзе адкладзена на доўгі тэрмін гэта перамога. Гражданское общество – основа демократии. Его сила в осознанности, единстве и готовности действовать. История показывает, что перемены требуют солидарности, настойчивости и доверия, а также четкого плана. Сегодня Беларусь сталкивается с вызовами, которые переживали многие страны на пути к свободе. Международная поддержка и примеры тех, кто прошел уже этот путь, дают не только силы противостоять давлению, но и вдохновляют двигаться вперед. Это напоминание. Перемены становятся реальностью, когда люди объединяются ради общей цели. Я являюсь правозащитницей и всегда повторяла и повторяю, что это деятельность для марафонцев. Здесь ничего не происходит сразу. Более того, если что-то происходит слишком быстро, то часто оказывается, что это лишь иллюзия успеха. Нашим самым важным предохранителем для демократии, прав человека и верховенства права, самым эффективным предохранителем является гражданское общество. У нас есть четкая позиция по вопросу политических заключенных в Беларуси. Здесь нет места для дискуссий на эту тему. Это не только наша оценка и наша позиция, но и демократические страны едины в этом вопросе. То, что мы требуем освобождения всех политических заключенных, с одной стороны, подчеркивает отсутствие пространства для обсуждений, а с другой стороны, показывает, что у нас нет точки опоры для каких-либо переговоров по этому вопросу. Это вопрос, который не подлежит переговорам. Политические заключенные должны быть освобождены. И я надеюсь, что мы как политики не будем близорукими и смотреть только на свое собственное окружение, но сможем мудро поддерживать другие общества. Так же, как когда-то поддерживали нас, потому что нас не было на карте. В течение 123 лет Польши не было на карте. Мы получали поддержку из-за границы, и теперь нашим моральным долгом, а также политическим интересом является поддержка этих белорусских стремлений. Польше удалось. Мы восстановили демократическое государство после многих лет подчинения России, и нам удалось сохранить эти ценности благодаря тому, что мы действовали сообща. Очень важно работать вместе, но не менее важно подготовить государственные институты по образцу демократических стран. Мы этим занимались. Мы получали помощь от других стран, которые помогали нам учиться и готовиться, чтобы после выборов 1989 года мы были готовы создать эти институты, потому что знали, как это делать. Это также задача для белорусов — готовиться институционально, содержательно, организационно, чтобы в тот день, когда появится возможность, быть готовыми создать основу для демократического государства. Нам удалось. У нас есть такой опыт. Мы знаем, что это возможно, поэтому мы всегда можем помочь, поддержать, но сделать это вы должны сами, с нашей поддержкой. Но это ваша задача. Путь к демократии никогда не бывает легким. Польский опыт доказывает, что для перемен нужны время, упорство и солидарность. Беларусь проходит свой непростой путь, но имеет примеры, которые вдохновляют и дают надежду. Успех изменений зависит прежде всего от самих граждан, их решимости и готовности взять ответственность за будущее своей страны. На этом пути Польша остается верным партнером, делясь опытом и поддерживая стремление Беларуси к свободе и независимости.